Здравствуйте! Вы на канале Декорация. Сегодня я покажу, как сделать декоративный скворечник из деревянных палочек для мороженого. На экране вы видите схему, по размерам которой я сделала свой скворечник. Из плотного картона я вырезала детали необходимого размера. Понадобится также 21 деревянная палочка. Также подготовьте вот такую деталь для ровного обрамления этого отверстия, которое называется литок. Я делаю это с помощью машинки для теснения и вырезания Big Shot от Sizzix. В этой детали вырезаем круг диаметром 2 см. Затем приклеиваем палочки к картонным заготовкам. В своих работах я обычно использую густой столярный клей PVA D3. Перед тем, как обклеивать эту деталь, сделайте разметку для литка. На этих двух палочках вы должны вырезать вот такую фигуру. Я делаю это с помощью ножниц и макетного ножа. После того, как вы обклеили все детали, вырежьте по контуру все части скворечника. Для дна скворечника я использую переплетный картон и обклеиваю его картоном темного цвета. Дальше я склеиваю все готовые части. Я наношу клей на донышко и на торцы деталей. Некоторое время придерживайте каждую деталь, давая клею хорошо схватиться. Для крыши я использую две палочки потоньше и отрезаю основные палочки длиной 58 мм. И также поочередно приклеиваю их к картонной основе. Красить скворечник я буду лазурью от фирмы Aura. Вот такими цветами: палисандр и белый. Эту лазурь я купила в строительном супермаркете, и мне очень нравится эффект покраски лазурью, а особенно покраска двумя цветами. Создается такой красивый, потертый, состаренный вид. Дайте высохнуть первому слою около 40 минут и нанесите поверху белую лазурь. Когда лазурь полностью высохла, я затираю углы и некоторые досточки наждачным брусочком. Затем сделаем отверстие для жердочки. И на этом этапе также сделайте отверстие в крыше, для того, чтобы подвесить скворечник. Я упустила этот момент и сделала это в самом конце работы, что было не очень удобно.
Для декора скворечника я сделала такой заборчик из палочек-мешалочек. Покрасьте их в любой подходящий вам цвет и вырежьте по форме заборчика. Дальше я складываю проволоку вдвое и обкручиваю палочку сверху и снизу, делая 2 витка. Теперь займемся декором скворечника. Я подготовила различную зелень, сизаль, цветочки и перышки. И сверху приклеила заборчик, который сделала. Скворечник готов. Он оригинальный и, на мой взгляд, очень красивый. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. С вами была Ирина на канале Декорация. Приятного вам творчества!